13 каменных башен выстроились вдоль каменистого гребня в перуанской пустыне, словно зубцы древнего гребня, забытого в песке. С определенной точки на земле, расположенной строго напротив, солнце каждое утро встает за одной из этих башен. И за какой именно, зависит от того, какой сегодня день года. Этой конструкции более 2200 лет, и она работала как календарь точнее, чем многие средневековые европейские системы счета времени, хотя у ее строителей не было ни линз, ни стекла, ни единого металлического инструмента, способного измерить угол. Гребень молчит, башни стоят. Каждый рассвет повторяет то, что уже повторял 800 тысяч раз. Вопрос, который встает перед археологами, изучающими этот гребень, не в том, наблюдали ли древние небо. Они наблюдали, это очевидно. Вопрос в другом. Сколько поколений людей должны были передавать накопленные данные о движении Солнца, чтобы построить сооружение, которое работает с точностью до 1-2 дней? 100 лет? 300? 500? И как именно они хранили эти знания, не имея письменности, способной описать астрономическое явление? Это не риторический вопрос. Это пробел в нашем понимании того, как устроена была память доисторических обществ. В этом фильме мы рассмотрим 6 сооружений, разбросанных по разным континентам и эпохам. От Нубийской пустыни до южнокорейского плато, от перуанского Нагорья до камбоджийских джунглей. Каждая из них построена независимо от остальных. Между ними лежат океаны, тысячелетия, языковые барьеры, которые никогда не пересекались. И все же все 6 сооружений делают одно и то же – фиксируют движение неба в неподвижном камне. Каждая фиксирует конкретное астрономическое явление с точностью, которая ставит современных исследователей в тупик. Это не список любопытных совпадений и не парад древних чудес. Это связанный аргумент о том, что наше представление о научном прогрессе, как о прямой восходящей линии, упрощение, граничащее с искажением. И начинается этот аргумент с 13 башен на перуанском гребне, которые до сих пор отмеряют год так же, как отмеряли его 2200 лет назад. Чанкильо, Перу. 13 башен, считающих солнце. Гребень холма в долине реки Касма, в 360 километрах к северу от Лимы, тянется примерно на 300 метров с севера на юг. Это сухая, пыльная страна, пустыня, прорезанная редкими речными долинами, где воды хватает только на узкие полосы зелени по берегам. Над долиной поднимается невысокий гребень с обнаженной породой, и на нем, как костяшки на хребте дракона, стоят 13 прямоугольных башен из необработанного камня и глины. Высота каждой колеблется от 2 до 6 метров, расстояние между ними от 4 до 5 метров. Издали они выглядят как зубчатая стена крепости, обрушенной временем. Но это не крепость, и никогда ею не была. Башни построены около 250 года до нашей эры, в эпоху, которую перуанские археологи называют поздним формативом, за столетия до возвышения империи инков, еще до того, как культура Мочи вырастет свои пирамиды на побережье. И первое противоречие, с которым сталкивается исследователь, поднимаясь по склону, это полная бесполезность башен как оборонительной структуры. Они стоят слишком далеко друг от друга, чтобы прикрывать защитников. Они слишком низки, чтобы дать обзор. Между ними нет ни стен, ни проходов, ни укрепленных ворот. Они построены не для войны. В 2007 году британский археолог Иван Гизиман и перуанский исследователь Клайв Рагис опубликовали в журнале Science работу, перевернувшую понимание этого места. Они обнаружили на восточном и западном склонах холма 2 точки наблюдения – небольшие площадки, расположенные строго напротив линии башен. С восточной площадки на рассвете солнце встает точно за одной из 13 башен, а с западной на закате уходит точно за одной из них. Какая именно башня окажется в фокусе, зависит от дня года. В день летнего солнцестояния солнце встает за самой северной башней, в день зимнего солнцестояния – за самой южной. Все остальные дни года распределены по промежуточным башням с точностью до 1-2 дней. Иными словами,
Гребень Чинкильо – это работающий солнечный календарь, развернутый на 300 метров каменной поверхности. Чтобы узнать, какое сегодня число, древнему наблюдателю достаточно было встать на площадку и посмотреть, за какой башней встает солнце. Никаких таблиц, никаких записей, только горизонт и камень. Радиоуглеродный анализ органических остатков, найденных у основания башен, дал датировку около 250 года до нашей эры. Это самая ранняя задокументированная солнечная обсерватория в Америке, опережающая аналогичные постройки майя более чем на 1000 лет. Сами строители принадлежали к культуре, которая не оставила после себя ни письменности, ни узнаваемого государственного образования. Археологи нашли в окрестностях остатки укрепленного центра с двойными стенами, керамику, следы текстильного производства, кости лам и морских свинок, но ни одного знака, который можно было бы прочитать как запись. Это общество, оставившее после себя архитектуру вместо книг. Знание о движении Солнца, накопленное, по всей видимости, за многие поколения, было воплощено непосредственно в архитектуре. Камень стал документом. На главной площадке наблюдения сохранились следы ритуальных подношений. Разбитая керамика, фрагменты раковин с Тихоокеанского побережья, лежащие в 300 километрах. Раковины эти – спондилус, морской моллюск с ярко-оранжевой створкой, который в андской традиции связывался с дождем и плодородием. Кто-то приходил сюда на восход и закат снова и снова, столетие за столетием, принося с собой дары моря, чтобы оставить их рядом с теми, кто наблюдал небо. Современные астрономы, проверявшие точность Чинкильо, пришли к выводу, что система работает с погрешностью в 1-2 дня. Это сопоставимо с европейскими календарями раннего нового времени и значительно точнее многих средневековых счетов времени. Институт археоастрономии в Великобритании независимо подтвердил расчеты Гезимана и Рагиза. В 2021 году ЮНЕСКО включил Чинкильо в список всемирного наследия с формулировкой «древнейший известный солнечный календарь в Северной и Южной Америке». Официальная археология признает сооружение результатом систематических наблюдений, проводившихся, вероятно, в течение нескольких столетий. Но именно в этой формулировке скрыта проблема, которую наука не любит произносить вслух. Чтобы построить такой календарь, кто-то должен был накапливать и передавать астрономические данные на протяжении 5, 10, возможно, 15 поколений. Без алфавита, без чисел в нашем понимании, без единой записи на материале долговечнее памяти. Как именно это знание сохранялось? На этот вопрос у современной науки ответа нет. Возможно, существовала устная традиция, песни, в которых запоминался порядок восходов. Возможно, существовали временные деревянные конструкции, предшествовавшие каменным, и башни — это лишь финальный, отшлифованный результат столетий проб и ошибок. Но прямых свидетельств этому нет. Есть только результат — гребень, работающий до сих пор. Если задуматься о том, что значит для общества посвятить 5 поколений наблюдению за восходом одной и той же звезды, ответ оказывается одновременно простым и тревожным. Это значит, что у людей, живших на этом гребне за 2200 лет до нас, было нечто, чего у нас почти не осталось. Ощущение, что время не тратится, а передается. Прадед начинал наблюдение, внук его продолжал, правнук завершал. Никто из них не видел результата своими глазами. Никто не получал научной премии. Никто не подписывал свою работу. Знание о небе было ценнее личного опыта одного человека, и потому стоило того, чтобы передавать его дальше через каждый рассвет. Можете ли вы вспомнить хотя бы одно знание, которое ваша семья передает уже 6-е поколение? Прежде чем мы перейдем к следующему сооружению, короткое замечание. Если эта тема – древние инструменты для чтения неба, забытые техники наблюдения, цивилизации, которые умели больше, чем нам рассказали в школе, кажется вам важной, отметьте этот канал в закладках. Здесь мы стараемся идти медленно, по фактам, без громких слов.
И каждое следующее видео углубляет ту же тему с другой стороны. Подписка помогает нам продолжать. Однако, если перуанские строители фиксировали солнечный год с точностью одного дня, то на другом конце планеты, в раскаленной пустыне на юге Египта, кочевники сделали нечто, что не укладывается даже в эту хронологию. Их обсерватория старше Чинкильо на 3000 лет. И о людях, которые ее построили, мы не знаем почти ничего. Ни их языка, ни их имен, ни даже того, как они называли себя. Напта-Плая, Египет. Каменный круг старше пирамид. В Нубийской пустыне, в 800 километрах к югу от Каира, лежит сухое дно древнего сезонного озера. Сегодня это раскаленная равнина с растрескавшейся почвой и редкими кустарниками, где температура летом превышает 45 градусов, а дождей не бывает годами. Песок здесь тонкий, почти как пыль, и ветер двигает его волнами по поверхности, обнажая то одни камни, то другие. Но 7000 лет назад это место выглядело иначе. Сезонные муссоны заполняли впадину водой, по берегам поднималась трава, паслись стада крупного рогатого скота, и сюда сходились кочевые племена, имени которых мы не знаем. Сахара тогда была саванной, а не пустыней. Климатологи называют этот период зеленым африканским влажным периодом. И он длился примерно с 10 по 5 тысячелетие до нашей эры. Люди приходили на берег озера сезонно, когда вода поднималась, и уходили, когда она отступала. Они оставили после себя погребальные могилы, кости коров, наконечники стрел и каменный круг диаметром около 4 метров, сложенный из вертикально вкопанных мегалитов. Этот круг, Напта-Плая, датирован примерно 4800 годом до нашей эры. Он на 1000 лет старше Стоунхенджа и почти на 2000 лет старше первой египетской пирамиды. Открыт круг был в 1974 году совместной американо-египетской экспедицией под руководством антрополога Фреда Вендорфа из Южного методистского университета. Поначалу находка казалась незначительной. Несколько камней посреди пустоты, едва заметных среди песчаных гряд. Только через 20 лет систематических исследований Вендорф и астроном Томас Брофи опубликовали работу, в которой утверждалось, что камни круга расположены не случайно. 2 пары вертикальных мегалитов образуют прямые линии. Одна указывает на точку восхода Солнца в день летнего солнцестояния, другая — на меридиан, по которому в ту эпоху проходили звезды пояса Ориона. С учетом прецессии, медленного смещения небесной сферы за тысячелетия, выравнивание сходится с положением Ориона около 5000 лет назад с погрешностью менее 1 градуса. Это означает, что строители наблюдали небо так же тщательно, как их потомки тысячелетия спустя. День летнего солнцестояния в этих широтах имел особое значение. Он совпадал с приходом сезонных дождей, и вода возвращалась в озеро. Иными словами, камни Напта-Плая – это не просто астрономическая разметка, это сигнал о начале жизни. Когда солнце вставало над определенным камнем, кочевники знали – пора возвращаться к озеру. Ближайшие к кругу артефакты добавляют картине еще один слой. Археологи обнаружили захоронение крупного рогатого скота. Целые туши коров, погребенные с ритуальной аккуратностью под каменными насыпями. Этот культ скота старше египетского культа Хатор примерно на 3000 лет. И многие исследователи, включая Вендорфа, полагают, что именно здесь, в нубийских кочевых общинах, зародились религиозные представления, позже легшие в основу династической культуры долины Нила. Также найдены ямы с обработанным камнем, керамика с геометрическим орнаментом, наконечники стрел из кремня. Под одной из насыпей археологи обнаружили крупный камень, обтесанный в форме, отдаленно напоминающей корову. Самое раннее известное скульптурное изображение крупного рогатого скота в Африке. Но ни одного следа постоянного поселения. Люди, построившие Напта-Плая, приходили сюда сезонно, проводили обряды, наблюдали за небом и уходили, унося с собой стада. Они не строили городов, они не оставили письменности.
Они оставили только круг камней, направленных на солнцестояние и Орион. Современная наука признает астрономическую функцию Наптоплая с осторожностью, но без серьезных возражений. Журнал Nature опубликовал работу Брофи и Вендорфа в 2001 году, и расчеты были независимо проверены Малвиллом из Колорадского университета и группой европейских археоастрономов. Тем не менее, ключевой вопрос остается открытым. Как кочевники-скотоводы, не имевшие постоянных поселений, могли вести систематические астрономические наблюдения, требующие десятилетий непрерывной фиксации одной и той же точки на горизонте? Один из ответов, который предлагают археологи, наблюдения вели не отдельные люди, а сама традиция. Каждое сезонное возвращение к озеру включало проверку положения камней относительно неба, передачу знания старейшинами молодым, ритуальное подтверждение календаря. Знание жило не в голове одного человека, а в самом ритме движения племени. Возможно, существовали хранители памяти, люди, чья единственная задача состояла в том, чтобы помнить, где встает солнце в день, когда вода возвращается. Эту роль передавали от поколения к поколению, как передают сегодня имена в семье. Есть нечто почти невыносимое в мысли о людях, которые приходили на берег пересыхающего озера снова и снова, поколение за поколением, чтобы посмотреть, как звезды Ориона встают над одним и тем же камнем. У них не было домов, у них не было храмов, у них не было даже уверенности, что вода вернется в следующем году. Но они приходили и расставляли камни так, чтобы их дети, придя сюда через 30 лет, увидели тот же узор. Они верили во время, не в загробную жизнь, не в богов, не в государство, а просто в то, что время пойдет дальше, и кто-то после них тоже будет смотреть на небо. И в этом была их форма бессмертия, не индивидуальная, а коллективная. Не я буду жить после смерти, а небо будет таким же, и кто-то увидит его. Что мы оставим после себя такого, что будет стоять и работать через 6800 лет? Кокино, Северная Македония. Каменные троны на вулкане. Если перейти от египетской пустыни на Балканы, поднимаясь на вершину потухшего вулкана Татичев камен в северо-восточной части современной Северной Македонии, открывается вид, который при первом взгляде кажется естественным нагромождением скал. Высота над уровнем моря около 1013 метров. Вокруг холмистая местность с низкими дубовыми лесами и пастбищами. Далеко внизу видны крыши деревни Кокино, давшей название памятнику. Базальтовые блоки, высеченные временем и эрозией, образуют ступени, площадки, нависающие выступы. Только при ближайшем рассмотрении становится ясно, что часть этих форм рукотворна. В камне вырублены сиденья, 4 каменных трона, обращенных на восток. Перед ними выровненная площадка с маркерами. От маркеров, если встать ровно у тронов, открывается линия обзора на горизонт, разделенный на сектора. Это место называется Кокино, и оно работает примерно с 1850 года до нашей эры, то есть со средней бронзы, в эпоху, когда на Балканах еще не было письменности, не было государств, не было городов в современном понимании. Открыто Кокино было в 2001 году македонским археологом Йовицей Станковским. Первоначально предполагалось, что это святилище, место ритуальных собраний. Но систематическое картирование маркеров, проведенное в 2002-2003 годах, показало, что метки в камне точно соответствуют точкам восхода Солнца в дни равноденствий и солнцестояний, а также точкам восхода полной Луны в максимальной и минимальной фазах ее 19-летнего цикла. Обсерватория фиксировала не только солнечный год, но и так называемый Метонов цикл – лунный период, при котором фазы Луны возвращаются к тем же датам солнечного календаря. Этот цикл был открыт греческим астрономом Метоном в V веке до нашей эры, почти через 1500 лет после того, как он уже был зафиксирован в камне на вершине Татичев камен. Это означает, что балканские пастухи бронзового века умели то, что считается достижением классической греческой астрономии, и умели это за 15 веков до того, как грек Метон
записал свой результат на пергаменте. В 2005 году НАСА опубликовала список 4 старейших обсерваторий мира, включив в него Кокина наряду с Абу-Симбелом, Стоунхенджем и Анкор-Ватом. Это не тот список, в который попадают случайно. После публикации к Кокина потянулись международные экспедиции – болгарские, итальянские, австрийские. Все независимо подтвердили астрономическую функцию маркеров. Один из самых интересных элементов, так называемый трон главного жреца, вырубленный таким образом, что человек, сидящий в нем, видит точку восхода солнца в день летнего солнцестояния строго над определенным выступом скалы. Точность совпадения – около половины градуса. Это означает, что после 4000 лет тектонических сдвигов и эрозии Кокина все еще работает. Если приехать на вершину 21 или 22 июня и сесть в каменное сиденье, вырубленное почти 4000 лет назад, можно увидеть тот же восход, который видел человек, для которого это сиденье было сделано. Между его глазами и вашими 4000 лет. Между ними обоими и Солнцем – ничто. Но кто именно построил его, мы не знаем. На территории не найдено письменности. Керамика, обнаруженная вокруг, относится к культурам бронзового века Балкан, но конкретного народа, ответственного за обсерваторию, идентифицировать невозможно. Археологи реконструируют образ общества по косвенным признакам. Следы ритуальных огней, фрагменты сосудов с зерном и молочными продуктами, костяные орудия. Это были оседлые земледельцы и скотоводы, жившие в долинах вокруг вулкана. Возможно, они приходили на вершину раз в год для определения сроков сева и сбора урожая. Возможно, обсерватория служила и календарем, и местом совета старейшин. Возможно, отдельные троны предназначались для конкретных людей в общине – главного жреца, главы рода, хранителя памяти. Но почему именно эти люди, не имевшие ни царств, ни городов, сравнимого с южными цивилизациями уровня, создали инструмент, фиксирующий цикл, который греки откроют только через 1500 тысячелетия? На этот вопрос ответа нет. Кокина заставляет переосмыслить иерархию древних знаний. Мы привыкли думать, что серьезная астрономия – продукт развитых государств – Вавилона, Египта, Греции. Что для наблюдения звезд нужны жрецы на государственном содержании, библиотеки, школы, придворные обсерватории. Балканский вулкан говорит обратное. Точная астрономия возможна и в обществе пастухов и земледельцев, не имевшим письменности. Она возможна там, где есть преемственность, поколения, передающие из уст в уста, чья мать первой увидела восход за этим камнем. Возможно, древнее знание было распределено по миру гораздо равномернее, чем мы предполагаем, и наша карта центров цивилизации – лишь карта мест, где случайно сохранилась письменность. Там, где письменности не было – Балканы, Нубийские степи, Перуанское Нагорье – знание сохранилось в камне. И камень оказался долговечнее пергамента. Анкор-Ват, Камбоджа. Храм, знающий о цикле длиной в 26 тысяч лет. Если Кокино удивляет древностью, то Анкор-Ват удивляет масштабом и тонкостью. В густых джунглях провинции Сием-Риап в северо-западной Камбодже лежит крупнейший религиозный комплекс в мире. Площадь его внешнего периметра составляет около 9 квадратных километров. Внешний ров шириной 190 метров образует прямоугольник, внутри которого поднимаются галереи, дворы и 5 центральных башен, символизирующих гору Меру, мифический центр индуистской вселенной. Построенный в первой половине XII века по приказу кхмерского царя Сурьявармана II, Анкор-Ват изначально посвящался индуистскому богу Вишну. Позднее был переосвящен как буддийский храм и сегодня изображен на государственном флаге Камбоджи. Это единственное здание в мире, попавшее на флаг государства. Но его астрономическая функция оставалась незамеченной до второй половины XX века. В 1976 году американский астроном Роберт Стенсел из Мичиганского университета опубликовал детальный анализ ориентации храма. Главный вход Анкор-Вата обращен на запад.
Это уже отличает его от большинства индуистских храмов, обычно ориентированных на восток. Эта особенность долго обсуждалась исследователями. Одни считали, что западная ориентация связана с погребальной функцией храма, другие, что Сурья-Варман отождествлял себя с заходящим солнцем. Стенсел предложил третье объяснение, основанное на наблюдениях. Он показал, что в день весеннего равноденствия наблюдатель, стоящий у западного входа, видит, как солнце восходит точно над центральной башней Прасад, пятиглавой пирамидой высотой 65 метров. В тот же день солнце садится над западным горизонтом, выровненное с осью храма. Это означает, что Ангкор-Ват размечен с точностью, требующей измерения углов до 1,8 градуса, и эта точность сохранена на протяжении 900 лет. Каждый год, 20 или 21 марта, тысячи туристов и местных жителей собираются у западного входа на рассвете, чтобы увидеть, как солнце проходит точно через центральную башню. Зрелище длится несколько минут. Однако главное открытие связано не с равноденствиями, а с барельефами на внутренних галереях. Самый известный из них – «Пахтание Молочного океана», сцена из индуистской мифологии, в которой боги и асуры тянут гигантского змея Васуки, обвитого вокруг горы Мандара, чтобы взбить океан и получить нектар бессмертия. Барельеф протянут на 49 метров вдоль восточной галереи. Британский исследователь Грэхэм Хэнкок и независимо от него индийский астроном Субаш Как обратили внимание на то, что число фигур на каждой стороне 88 и 92, и положение горы относительно полюсов соответствует астрономической модели прецессии равноденствий. Прецессия – это медленное колебание земной оси, при котором полюс мира описывает полный круг по небесной сфере за период около 25 900 лет. Иными словами, барельеф зашифровывает цикл, который невозможно наблюдать за одну человеческую жизнь, даже за 10 жизней. За одно поколение прецессия сдвигает звезды примерно на 1 градус относительно точки равноденствия. Чтобы заметить смещение, нужны записи, охватывающие столетия. Это самая удивительная часть истории Ангкор-Вата. Чтобы знать о прецессии, нужно сравнить положение определенной звезды относительно точки весеннего равноденствия в данный момент с ее положением столетия назад. Греческий астроном Гиппарх открыл прецессию во II веке до нашей эры именно так, сопоставив свои измерения с записями вавилонских астрономов, наблюдавших небо за 1,5–2 столетия до него. Но кхмерские строители XII века не имели прямого доступа к античным записям. Откуда они знали о цикле длиной 26 тысяч лет? Ответ, который предлагают исследователи, неоднозначен. Часть ученых считает, что знание пришло через индийскую астрономическую традицию. Индийские астрономы, такие как Арьябхата в VI веке и Варахамихира в VII, обсуждали прецессию в своих трактатах, и их работы могли достичь кхмерских жрецов через буддийские и индуистские контакты. Другие полагают, что барельефы — это поэтический образ, в который значения прочитаны позже современными исследователями. Споры продолжаются. Но даже скептики признают, совпадения слишком многочисленны, чтобы быть случайностью. Но даже если оставить за скобками вопрос прецессии, Ангкор-Ват остается произведением астрономической архитектуры огромного масштаба. Длина внешних рвов, расстояние между башнями, число ступеней в каждой галерее – все это, согласно работам американского исследователя Элеонор Меннике, кодирует временные циклы, длину солнечного года, длительность царских эпох в индуистской космологии, лунные периоды. Например, длина центральной оси храма от западного входа до главной башни составляет столько кубитов, сколько лет по индуистским представлениям длится одна юга, одна из 4 космических эпох. Храм построен как трехмерный календарь, в котором каждый камень — единица времени. Подумайте о том, что значит построить здание длиной в 1,5 километра по периметру так, чтобы солнце вставало над одной конкретной башней с погрешностью меньше градуса. Это значит, что разметку начали за годы до укладки первого камня. Это значит, что архитектор, вероятно, не дожил до завершения. По оценкам исследователей,
на строительство Ангкор-Вата ушло от 30 до 40 лет, и в работах участвовало до 300 тысяч человек. Это значит, что между чертежом и реализацией прошел срок, превышающий жизнь человека. Древние строители работали в масштабе времени, который мы сегодня воспринимаем как корпоративный или государственный, но без корпораций и без государств в нашем понимании. У них была преемственность, которой мы лишились. Что в нашей жизни мы готовы строить так, как Ангкор-Ват, зная, что не увидим конца? Абу-Симбел, Египет. Солнце, нашедшее короля. В 680 километрах к югу от Каира, на западном берегу Нила, в скале, обращенной к восходящему солнцу, вырублен храм. 4 колоссальные статуи фараона Рамсеса II, каждая высотой более 20 метров, сидят неподвижно у входа, как стражи каменного коридора. У ног каждой статуи фигуры жен, дочерей и матери фараона, выглядящие крошечными по сравнению с гигантами над ними. Лица колоссов смотрят на восток, через Нил, в сторону Нубии, провинции, которую Рамсес считал своей особой собственностью. Этот храм Абу-Симбел построен в XIII веке до нашей эры, около 1265 года до нашей эры, по приказу самого Рамсеса. И построен он так, чтобы дважды в год, 22 февраля и 22 октября, луч солнца проходил через 60-метровый коридор и освещал 3 из 4 статуй в самом дальнем святилище. 4-я статуя, бог подземного мира Птах, всегда остается в тени. Эти 2 даты не выбраны произвольно. 22 февраля считается днем рождения Рамсеса II, 22 октября – днем его коронации. Иными словами, дважды в год солнце входит в гору, проходит через узкий каменный туннель и подсвечивает лицо короля и сопровождающих его богов – Амон-Ра и Ра-Харахти. Птах, владыка тьмы и подземного царства, остается в тени. Это не просто календарь. Это театральная постановка длиной в 3300 лет, исполняемая самим солнцем. Длится эффект около 20 минут. Сначала свет касается дальней стены, потом медленно ползет по плечам статуй, потом достигает лиц. Через 20 минут он уходит, и святилище снова погружается в темноту. Точность ориентации храма – результат измерений, о методах которых мы знаем мало. Египтяне эпохи Рамсеса располагали инструментами для определения сторон света – отвесом, простыми визирами, наблюдательными столбами. Но проложить туннель длиной 60 метров через скалу и попасть в нужную точку с погрешностью в 1 день – задача, требующая не только инструментов, но и теоретических знаний. Архитектор должен был учесть склонение Солнца на широте 22 градуса северной широты, его движение в течение года, угол вхождения луча в коридор. Французская экспедиция, изучавшая храм в 20 веке, подтвердила, что в исходной конфигурации точность совпадения составляла менее половины суток. В 1960-х годах храм оказался под угрозой затопления. Строительство Асуанской высотной плотины должно было создать водохранилище, накрывающее изначальное место. ЮНЕСКО организовала беспрецедентную операцию. Храм был распилен на 1036 блоков, каждый весом до 30 тонн, перенесен на 65 метров выше и 210 метров дальше от старого места и собран заново внутри искусственно созданной горы. Работы шли с 1964 по 1968 год и обошлись в $40 миллионов того времени. Астрономическая по тем меркам сумма. Инженеры старались сохранить астрономическую ориентацию, но при сборке возникла погрешность. Сегодня солнечный феномен происходит не 22, а 21 февраля и 21 октября, на день раньше. Современные технологии, переносящие храм с использованием спутниковых измерений и компьютерных расчетов, не смогли воспроизвести точность, которую достигли египетские строители 3300 лет назад с помощью веревок и отвесов. Это противоречие настолько неловко для официальной науки, что о нем редко говорят прямо. Объяснение, которое обычно приводят,
невозможность точно скопировать угол склона горы, поскольку новая гора искусственная. Это правда. Но это и есть суть проблемы. Древние строители располагали реальной горой, реальным углом наклона породы, реальным геологическим контекстом и работали с ним так, что ошибка не превышала суток. Современные инженеры, работая с моделью, ошиблись на сутки. Это не разоблачение современной науки. Это признание того, что некоторые задачи древние решали способом, который мы не до конца понимаем. Способом, в котором архитектура была неотделима от геологии, а календарь – от ландшафта. Прежде чем мы перейдем к последнему сооружению, еще одна короткая просьба. Если вы досмотрели до этой точки, значит, тема вам близка. Канал живет благодаря тем, кто остается до конца и нажимает кнопку подписки. Это бесплатно и помогает нам делать длинные документальные разборы, которые алгоритмы платформ обычно не любят. Спасибо тем, кто остается. Есть нечто очень человеческое в идее Абу-Симбела. Рамсес был фараоном, провозгласившим себя живым богом, и он хотел, чтобы солнце находило его лицо в день его рождения и в день его коронации. И так каждый год до конца времен. Это самопрославление чудовищного масштаба. Но это и нечто большее. Это ставка на то, что мир будет существовать достаточно долго, чтобы луч находил статую снова и снова. 33 столетия спустя солнце действительно встает над Нилом и входит в туннель, пусть и сместившись на день из-за человеческой ошибки. Рамсес поставил на постоянство, и постоянство почти исполнилось. Из всех способов оставить о себе память – пирамиды, надписи, мумии – Рамсес выбрал самый изящный. Попросил солнце приходить к нему в гости 2 раза в год. И солнце пришло. И продолжает приходить. Чхомсонде, Южная Корея. Башня, в которой каждый камень — это день. Если все предыдущие сооружения работали через выравнивание с горизонтом и небесными точками, то последняя обсерватория в нашем списке устроена иначе. Она сама календарь. На территории древней столицы королевства Силла, в современном городе Кёнджу на юго-востоке Южной Кореи, стоит каменная башня высотой 9,7 метра. Форма ее необычна. Цилиндрическое основание плавно сужается кверху, образуя силуэт перевернутой бутылки. На вершине квадратная плита из 2 перекрещенных каменных балок. Эта башня называется Чхонсонде, что в переводе означает «башня, наблюдающая за звездами». Она построена в 632 году нашей эры в правлении королевы Сондок и считается старейшей сохранившейся астрономической обсерваторией Восточной Азии. По сравнению с другими сооружениями нашего списка она невелика, ее можно обойти за 20 шагов. Но плотность смысла, заключенная в этих 20 шагах, превосходит многие крупные постройки. Числовая структура башни – это ее основная функция. Чхомсонде сложена из 365 камней по числу дней солнечного года. В основании 12 базовых камней по числу месяцев. Кладка состоит из 27 слоев по числу лунных стоянок в традиционной восточно-азиатской астрономической системе. Внутренняя полость башни разделена на верхнюю и нижнюю части, 12 слоев сверху и 12 снизу, в сумме 24, что соответствует числу солнечных терминов в корейском календаре, разделяющих год на сезонные периоды по 15 дней. Каждый элемент конструкции – это календарная единица, выраженная в камне. Если разобрать башню, получится комплект чисел, описывающих структуру времени, как ее понимали астрономы VII века. Использование башни как функциональной обсерватории подтверждается письменными источниками. Корейская хроника Самгук-Юса, составленная в XIII веке, упоминает Чхомсонде как место наблюдения за небесными явлениями. Археологические находки в окрестностях, каменные платформы для установки приборов, фрагменты бронзовых угломеров подтверждают астрономическую функцию. Вход в башню расположен на южной стороне, на высоте около 4,5 метров от земли, и по реконструкциям корейских историков науки наблюдатели поднимались внутрь по лестнице, стоя на верхней плите и проводя визирные измерения с помощью простых угловых инструментов.
Записи государственных астрономов Королевства Сила фиксировали солнечные и лунные затмения, появление комет, движение планет. Данные, которые сравнивались с китайскими и японскими записями того же периода и оказались исключительно точными. В отличие от Чанкильо или Наптаплая, Чхомсонде построен в обществе с развитой письменностью, в государстве с чиновничеством, налогами и придворной астрономической службой. Королевство Сила поддерживало обширные дипломатические и культурные связи с Танским Китаем, и часть астрономических знаний, использованных при постройке башни, имеет китайское происхождение. Но числовая структура Чхомсонде индивидуальная и оригинальная. Никаких аналогов в Китае или Японии того же периода с такой же кодировкой дней, месяцев, лунных стоянок и сезонов в одной конструкции не найдено. Это корейская инженерная мысль, выраженная в камне. Что объединяет все 6 сооружений, рассмотренных в этом фильме, это идея, что архитектура может быть не только укрытием или памятником, но и инструментом мышления. Башня в Кёнджу не изображает год, она его считает. Камни — это дни, слои — лунные стоянки, основания — месяцы. Здание встроено в космос так же, как костер встроен в очаг. Это совершенно другая концепция архитектуры, чем та, к которой мы привыкли. Современный архитектор проектирует здания для людей. Древний архитектор Чхомсонде проектировал здания для космоса и для того, чтобы люди, входя в него, видели свой космос. Корейская королева Сондок, правившая в это время, была одной из первых женщин-монархов в истории Кореи. Ее правление сопровождалось активным развитием астрономии, медицины, буддийского образования. Постройка Чхомсонде традиционно связывается с ее именем, хотя прямых документальных подтверждений нет. Согласно легенде, Сондок приказала построить башню, чтобы ее астрономы могли точнее предсказывать урожаи и стихийные бедствия, задачи, которые в восточноазиатской политической традиции считались прямой обязанностью правителя. Какова бы ни была ее личная роль, башня сохранилась. Почти 1400 лет, через войны, оккупации, землетрясения. Кёнджу был разрушен и отстраивался десятки раз. Монгольские нашествия XIII века, японские вторжения XVI, колониальный период XX – каждое из этих событий оставило шрамы на Корейском полуострове. Но Чхомсонде стоит. Камни на месте. Числа сохраняются. Что объединяет 13 башен на Перуанском гребне, каменный круг в Нубийской пустыне, троны на Македонском вулкане, Хмерский храм в джунглях, святилище Рамсеса в скале и Корейскую башню из 365 камней? Не стиль. Стили совершенно разные. Не материалы, от необработанного базальта до тщательно тесанного гранита. Не эпохи. Между Наптаплая и Чхомсонде лежит больше 5400 лет. Не культурные связи. Между перуанскими строителями и кхмерскими архитекторами не было никакого контакта и быть не могло. Их объединяет одно. Каждое сооружение — это попытка зафиксировать время в объекте, который переживет человека. Календарь, превращенный в архитектуру. Астрономическое наблюдение, отлитое в камень. И здесь стоит остановиться и пересмотреть привычные допущения. Мы воспринимаем историю науки как восходящую линию, от простых наблюдений к сложным, от глаза к телескопу, от палки в земле к спутнику. В этой картине древние стоят внизу лестницы, мы наверху. Но 6 рассмотренных сооружений рассказывают другую историю. Их строители работали с временными масштабами, которые нам почти недоступны. Они начинали проекты, которые завершали их правнуки. Они накапливали данные за 10-20 поколений и записывали их в материале, рассчитанном на тысячелетия. У них не было наших инструментов. Но у них было то, чего у нас почти не осталось – терпение, превышающее одну человеческую жизнь. Возможно, прогресс – это не движение вперед по прямой. Возможно, это обмен. Мы получили скорость и потеряли длительность. Мы можем измерить угол восхода Солнца с точностью до тысячной доли градуса за 1 секунду,
но не можем построить ничего, что прослужит 6000 лет. Древние не могли измерить угол с такой точностью, но строили так, что их измерения работают до сих пор. В Кёнджу ранним октябрьским утром туристы фотографируют Чхомсонды на телефоны. Башня стоит в центре парка, обнесенная низкой оградой. Трава вокруг ровно подстрижена. На одном из верхних слоев кладки сидит маленькая птица. Камни, все 365, на своих местах, как 1400 лет назад. Башня не работает в современном смысле. Никто больше не поднимается в нее для наблюдения за звездами. Рядом не стоит чиновник придворной астрономической службы. Но конструкция сохраняет свое значение. 12 камней в основании все еще означают 12 месяцев. 27 слоев все еще означают 27 лунных стоянок. Башня молчит, но считает. И в этом, возможно, главный урок всех 6 сооружений. Камень оказался лучшим носителем знаний, чем книга. Книги горят, библиотеки разрушаются, языки забываются. Камень стоит. И если знание вписать в камень так, чтобы его можно было прочитать без слов, через геометрию, числа, выравнивание с небом, оно переживет цивилизацию, которая его создала. И последний вопрос, который остается после этого разговора, личный. Если бы вам предложили начать проект, который вы не увидите завершенным, здание, исследование, наблюдение, передачу знания, и который потребует участия 5 поколений после вас, согласились бы вы? И если согласились бы, во что бы вы вложили это время? В понимание неба, в исследование Земли, в сохранение памяти? Древние строители обсерваторий ответили на этот вопрос камнем. Их ответ все еще стоит на гребнях, в пустынях и в джунглях. Наш ответ еще не дан.